Здравствуйте, дорогие друзья! Ролик направлен на новичков. Я расскажу, какие навыки стоит качать, а какие нет. И перед началом видеоролика прошу тебя подписаться на канал, поставить лайк и отметиться у меня в комментариях. Приятного просмотра! Сегодня мы с вами разберем, какие навыки стоит качать всем богам Олимпа. А в следующем видеоролике мы разберем, какие навыки стоит качать уже в загробном мире. Начнем мы с Посейдона, с первого нашего бога, наверное, с самого сильного, так как он всегда разносит пол базы своими навыками. Что стоит ему качать? Водный взрыв, это естественно, потому что это ваша основная атака. А приливную волну я советую все-таки не тратить золото, лучше все это влить в здоровье или силу. Силу ему тоже стоит качать, так как у нас водный взрыв зависит от силы атаки самого бога. Здоровья, естественно, у него должно быть тоже очень много, так как это у нас танк, и он должен принимать хоть какой-то урон. То есть ему вам надо качать это Кракена, водный взрыв, здоровье и силу, естественно. Переходим к следующему богу, это Арес, мой нелюбимый бог. Я его даже, не знаю, последним, может, буду брать, а если буду брать, то только ради его домиков, которые добавляют урон вашим войскам. Ему, как основному богу, нужно очень много здоровья, сила ему также нужна. Здоровье нужно так как он у нас танк и принимает урон. И отгоняет всех вражеских юнитов от наших остальных богов. Атака вихрем мы качаем по большей части. Боевой заряд я не советую качать, так как не вижу смысла. Если он забегает в базу на своим боевым зарядом, он, допустим, сносит пару зданий, и там он остается, и там помирает. Потому что выйти с хорошей базы, с центра, это почти нереально. Поэтому я советую качать атаку вихрем и, естественно, жажда крови. Жажда крови нам нужна просто усилить героя на 15 секунд, и все. То есть усиляем, раскидываем всех юнитов, чистим поле, и дальше начинаем атаку, как ни в чем не бывало. Вот для чего нужен Арес. Переходим к следующему богу, это Афродита. Афродита — это у меня одна из первых богов, так как у нее очень много интересных навыков. Ну, как много, как у всех, но все эти навыки ее достаточно полезные. Не понимаю людей, которые в самом начале ее, можно сказать, сливают, одну отправляют в бой, нажимают трепет и начинают просто заколдовывать здание. Ну, заколдуют они 5 зданий в лучшем случае, и все. Смысл от этого никакого. А она на самом деле достаточно полезный бог, если ее правильно использовать. Что здесь самое главное качать? Это все навыки ей стоит прокачивать одинаково. Трепет, естественно, вон 24 секунды. У меня за 24 секунды очень много можно сделать. Тем более там идет повышенное восстановление именно других навыков. То есть нажимаете трепет и заколдовываете здание. Во время трепета вы можете заколдовать достаточное количество зданий, чтобы у вас уже была какая-то армия или несколько зданий вам в помощь. Насчет здоровья я и не советую сильно вливать золото в здоровье, так как если до нее дойдут войска, она по-любому умрет. Даже ей не поможет и 30 тысяч здоровья, ничего ей не поможет. Просто нужно таких героев очень сильно контролировать, и все. Также с силой я не советую вкачивать больше, как на моем уровне, больше 1000. Это все равно бесполезно. Главное, чтобы она убивала хотя бы юнита с одной тычки. В общем, ей нужно качать только ее основные навыки, а здоровье можете по желанию, так как ее все равно завалят, если к ней подойдут. Поэтому заколдовывать юниты, заколдовывать здания, трепет мы качаем все по максимуму. Тем более трепет я прокачал аж до 7 миллионов. Афина. Достаточно хороший бог.
Я ее не брал, не знаю почему, наверное, потому что здание она дает именно бонус к здоровью. Но это единственный, наверное, в данной игре отличный танк, так как берете, вкачиваете ее на здоровье, вкачиваете ее на силу, но лучше на здоровье все. Вкачиваете также вызов гоплитов, гиду и вдохновение. Здесь ей надо все равномерно вкачать. Либо вы можете заделать ее только для вызова гоплитов, либо для только эгиды. Но я советую вкачивать ее для всего, так как она подойдет для большинства комбинаций богов. Тем более эгида уменьшает урон на 70%. На 70%. На 10 секунд, а если при прокачке будет очень много. То есть вы будете просто стоять, и вам будут лупить, и ничего не сделают. Это самый лучший танк, поэтому мы качаем ему, естественно, здоровье, мы качаем вызов гоплитов, качаем эгиду, вдохновение. Вдохновение тоже хороший навык, как третий навык, тем более оно по площади очень большая площадь. И она увеличивает силу урона союзникам в радиусе действия. Это отлично, мне нравится, поэтому советую брать ее как основного танка. Ну, Зевс начальный у нас герой, и что про него можно сказать? Если честно, мне кажется, он только нужен для того, чтобы дать медленное время и умереть. Ну, как я думаю. Но если хотите, чтобы было больше профита от него и чтобы он просто не умирал, вы вкачиваете его на здоровье, на силу ему хватит до 2000, этого достаточно. Здоровье лучше 1080. Также, если вкачивать что-то по его навыкам, я советую вкачать только цепную молнию, грозовой шторм оставить на потом. То есть цепную молнию, чтобы юнитов как-то чуть сдерживать, 30 целей, это вполне достаточно, чтобы хоть как-то себе помочь. И, естественно, медленное время. То есть, если вы грозовой шторм пропустите, вы просто качаете цепную молнию и медленное время, и вам будет этого достаточно от Зевса, так как на больше он не годится. Переходим к еще одному отличному танку, это Гера. Гера у нас идет с двумя отличными навыками. Это наносит урон от мести всем, кто вредит Гере. То есть у нее идет отражение, когда вы включаете этот навык. Я вкачал до 14 секунд, восстановление 18 секунд, то есть она без этого навыка только 4 секунды. Я считаю, что это хорошо, жалко, что она... точнее, не жалко, у нее еще достаточно хороший радиус поражения, то есть она не близко подходит к юнитам, а достаточно далеко бьет. То есть включаете месть, допустим, мало здоровья стало, взяли, похилились. Берете поглощающий удар и лупите по всему, что видите. И отхил, еще один из некоторых богов, который может хилиться. Но он может хилиться она может хилиться на постоянной основе. Поэтому поглощающий удар, месть и гнев, естественно, мы качаем все наравне, потому что это все навыки ей нужны. Естественно, здоровья у нее должно быть много, и, естественно, силы у нее должно быть много, так как поглощающий удар добавляет силу плюс 50%, и вам нужно больше силы, чтобы она больше дамажила и восстанавливала себе здоровье. Переходим к следующему богу, это у нас Аполлон. Тоже один из богов, который может хилить, но хилить не на постоянной основе. У них здесь все просто, здоровье у нас, естественно, ничего не повлияет, если к нему подойдут, он умрет. Сила нам здесь нужна, так как когда мы будем прожимать раскаленные стрелы, сила нам понадобится для большего урона. Так как он здесь добавляет еще 150%, мы будем очень сильно дамажить по зданиям и убивать, естественно, героев, там вообще без разницы, кто будет стоять. Ахиллес или Парис или Геркулес, он будет сильно лупить по нему. То есть у него мы качаем только раскаленные стрелы, так как это создаст больше профита, а солнечный удар мы просто убираем, даже не тратим золото, потому что здание не сильно оно бьет по зданиям,
Да, и по юнитам он не сильно бьет. А вот раскаленные стрелы это супер, потому что не нужно далеко подходить, близко подходить. И просто лупит все сдалека. И, во-первых, он может юнита забирать, во-вторых, он может здание забирать. А солнечный удар, только если по зданиям наносить, и то очень маленький урон будет. И вы качаете исцеляющий свет. То есть качаете раскаленные стрелы и исцеляющий свет, чтобы хилить остальных богов. Вот и все. Переходим к следующему богу. Следующий бог у нас Артемида. Артемида на самом деле себе представляет очень хорошего бойца, но с малым количеством здоровья, естественно, так как это стрелок. По статистике у меня 30 уровень здоровья, 41 сила, и это у меня бог-покровитель, так как от нее самое больше профита от нее исходит. Здоровье можете снова не вкачивать, так как до нее, если кто-то дойдет, то все равно сломает лицо. Поэтому лучше вкачать вам силу, я советую, точнее, я советую вам вкачивать силу, а по навыкам я советую вкачивать обширный выстрел и шторм ястреба. Обширный выстрел, естественно, мы идем как покровитель, ну, получается, выбираем очки именно в обширный выстрел и в урон, так как это даст вам больше всего профита. Больше, допустим, в здоровье нет смысла вкладывать, сильно вы здоровье не увеличиваете, даже если до 40 тысяч довести, то это не слишком и много. 40 тысяч, это подойдет один Геркулес, даст вам 2 плюхи, и у вас уже будет 20 тысяч. А что скажу насчет дальнего выстрела, это, естественно, ничего. Потому что смысл от него 18 тысяч сила, это просто бесполезный навык, который из себя ничего не представляет. Что такое 18 тысяч, допустим, на 80 уровне? Человек поставил 2 домика Афины, это даже треть вы не снесете. То есть, вообще, я не знаю, о чем думали разработчики, когда ставили такой маленький урон, при том, что они знали, что есть домики Афины какие-нибудь, которые увеличивают здоровье зданиям. Это полный бред, тем более оно идет не на область, а оно идет, то есть урон идет не на область, а идет на конкретное здание. То есть там должен быть урон колоссальный, так как я трачу целый навык, чтобы уничтожить одно здание. То есть, блин, даже тот же храм. Я должен сносить его почти с одного выстрела. Тут должен быть урон примерно 50 тысяч, 50-60, так как на больших уровнях уже 60 тысяч ничего не значит, если у человека есть бог Афина. Поэтому я вам советую вкачать шторм ястреба и обширный выстрел. Обширный выстрел в первую очередь, так как вы чаще всего будете его прожимать. Ну что, перейдем к Гермесу. Гермес, я его взял, думал, поставлю домик в этого Гермеса, будут быстро юниты бегать, быстро будут атачить всех остальных, а по сути я как бы облажался. Смысла ему вкачивать на здоровье, ему нужно... Даже силу нет смысла на самом-то деле, хотя силу можете прокачать, так как из всех его навыков полезная только быстрота в действиях, чтобы ускорить все войска и ускорить всех богов. То есть и сам, тем более, он будет быстрее бить, естественно, и гораздо быстрее бить, я вам скажу. То есть урон ему нужно и быстрота в действиях, и все. И перегруппирование, естественно. Вы... На самом деле, я думал, возьму его просто чисто из-за домиков, а мне кажется, бестолковый герой. Тут самое важное только это перегруппирование и быстрота в действиях, а остальное то есть герой поддержки, я бы так сказал, бог поддержки, сам он ничего не сможет сделать. Ну, да, побегает быстро, да, перегруппирует у вас атаку, но это как бы все равно. Тем более, чтобы нормально перегруппировать атаку, вам нужно, во-первых, много золота сюда влить, чтобы диапазон, когда вы забирали своих богов, был велик. Чтобы вы могли на другой конец карты это закинуть своих богов, допустим. То есть Гермеса я даже не советую брать кому-то вкачивать, как из первых героев, потому что от него очень мало профита. Аид, наконец-то. Я его очень много использовал очень много использовал богом-покровителем, и сейчас много кто его использует богом-покровителем, так как
Во-первых, вы можете ему вкачать здоровье все-таки. Он может как бы играть на средней линии, и силу вы ему должны вкачать, чтобы он убивал всех юнитов с первого удара, так как после убийства эти юниты воскрешаются и начинают воевать э, за вашу сторону. Естественно, вам должно быть столько силы, чтобы вы убивали, допустим, с 2 ударов там этих сторонников Ареса, допустим. Целый Арес, сколько чего стоит, он стоит 10, естественно. Э, из навыков, как видите, у меня вкачано только оживить, и оживить вкачано неплохо. Естественно, я разрушить не качал, так как это вообще, мне кажется, бред бредский, типа, ну, допустим, если все боги будут так делать, типа, разрушить, то вы будете бегать, пока не сдохнете от юнитов. Вот и все. То есть больше вы ничего не сможете сделать. Поэтому разрушить я не советую качать. Бесполезный навык. Надеюсь, вообще поменяют как-нибудь вот эти все навыки бесполезные. И поставят действительно толковые навыки, чтобы можно было хоть какой-то выбор состоял, а не оживить и разрушить. Я понимаю, чтобы было оживить и оживить. Нет, я понимаю, что поменяли бы на какой-нибудь толковый навык, чтобы было как-то какой-то выбор, а то разрушить и оживить это вообще такой бред бредский. И все. Поэтому я все вкачал в оживить, и, естественно, я не пожалел, так как действительно много юнитов выходит, и они достаточно сильные. И самое главное, это вы должны вкачать, вызвать Цербера. Remy, come. Remy, sit. Speak. Fuck. Good boy. Потому что Цербер у вас идет как основной танк, и если его прикрывать и танковать, можно снести пол базы. То есть, допустим, вы вызываете Цербера, ставите Артемиду, чтобы она шла за ним, Артемиде постоянно прожимаете обширный выстрел и просто проходите себе пол базы, пока Цербер не сдохнет. У Цербера 75 тысяч здоровья, да, это еще как бы... Это нормально, в принципе, но Цербер лезет туда, куда не надо лезть. То есть лезет на всех юнитов, его нельзя контролировать. Как бы это хорошо и плохо. Как бы с одной стороны хорошо, что его не надо контролировать, но с другой стороны он лезет куда не надо. То есть его могут быстро убить, если вы не проконтролируете. Даже если он нарвется на того же, как его, Геркулеса, то как бы Цербер на Геркулеса, у которого он весь подкреплен зданиями, то есть там увеличен урон и все такое, Цербер проиграет, естественно. Поэтому Цербера нужно прикрывать, и все. И тогда это машина убийств, и вы просто за ним идете. В общем, Аида я советую качать только силу, здоровье, оживить, вызвать Цербера. Разрушить я категорически против. Мне кажется, это все-таки бесполезный навык. Ну и все. По всем богам мы прошлись. Надеюсь, этот гайд поможет новичкам. Если вам понравился видос, пишите в комментариях, что хотите увидеть в следующем видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мне нужна ваша активность. Помните, вы развиваете не только мой канал, но и эту игру. Всем спасибо, всем пока.